Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка, один из моих любимых танков, да, любимых, сейчас разберемся почему, ИС-М, и предлагаю сразу же пойти поглядеть бронирование данного агрегата, а здесь реально есть на что посмотреть. Погнали. Итак, вот collision модель нашего ИСа-М. Правильно его поставим. Вот как-то вот так. Вот так. Я себя по верхней планке сужу, насколько ее видно. Вот. Ну, как-то так. Да. Начнем с корпуса. Начнем с НЛД. НЛД 170 миллиметров, приведенки 203. Вот даже под таким прямым углом, опять же, скажем, такие танки, как ИС-6, Chrysler GFK, обычным типом снаряда вас сюда уже не пробивает, потому что у них бронепробитие менее 200. Понятно, что большинство других тяжелых танков вас будут шить, но ИС-М это машина для танкования не только от борта, но и ромбом от переда. Вот так поставили, и уже лучше все выглядит. Правда? Правда. Ладно, смотрим дальше. У нас здесь закругленные щеки над гусеничных полок. Смотрим ВЛД. Давайте поглядим. 130 миллиметров. Снизу у нас 200. Сверху 216. Щеки 228. Доходит там до почти 300 и больше. Потому что закругление здесь уже система даже рикошет пишет. Вот. Крепкая ли 210 люкмехода? Вот. А крепко ли это ВЛД? Да. Для 8-го уровня вполне себе. Ну нифига себе ВЛД. Не каждая восьмерочка тяжелая может похвастать таким ВЛД. Да, это ИС-М. Переходим к башне. Маска орудия 250, 270, 267. По краям 266, снизу 263, 260, 270, 244 рикошет. Щеки 345, 313. Нифига себе броня. Ну и лючок у нас 150 миллиметров по центру, по краям у нас до 230, то есть если и стрелять в лючок, то только по центру, потому что все остальное, извините, уже ой-ой-ой. Вот, планка, да ее ни хрена не видно, как ее выцеливать, выстреливать, все равно рикошет, ничего там не пробивается. Боковое бронирование, господа, 140, то есть 120, плюс всякие катки и экраны, тут 132. Танкует ли он от борта? Конечно. Отлично танкует. Просто сумасшедший. Как это, учитывая, что у нас заднее расположение башни, естественно, вы будете выезжать. Да, в какие-то моменты будете подставлять щеку, но извините, тут тоже броня немалая. Поэтому король танкования от борта. И король на 8-м уровне, в принципе. Ну, не прям король, но крепкий танк для танкования от передней части. Но все-таки лучше от борта. Этот танк все-таки от борта. Итак, с броней разобрались. Броня здесь шедевральная. Давайте смотреть основные модули. У нас две пушки. Пушка на стоке 122 миллиметра Д-25Т, всем известная. 390 альфа. Тут в принципе на этом танке можно преспокойно начинать играть без там свободного опыта, с ума сходить сразу на топовую пушку. На этой пушке в принципе всего можно играть. Чем она омрачает от топовой пушки, это бронепробитие на основном типе снаряда. Голда здесь более-менее еще можно стрелять, здесь все конечно лучше. То есть альфа такая же, только у этой пушки лучше бронепробитие, она быстрее заряжается, да. У нее больше ДПМ, у нее лучше точность, да, Д25БМ. Вот, и время сведения тоже более-менее комфортное. Здесь 3,4 секунды, здесь 3, хотя 3 секунды тоже достаточно долго. Но играть можете начинать на этой, понятно, что бронепробития маловато. Вот, а по поводу башни. В чем у нас тут разница? Быстренько. Так, скорость поворота выше.
Обзор на 10 метров лучше. Ну и бронирование, конечно же, огонь. Разница 100 миллиметров и 250. 140 с борта. Да, и корма тоже толще. Поэтому, господа, старайтесь быстрее прокачать топовую башню. Ну и, конечно же, пушку, потому что, ну, из М броня у нас, конечно, есть в корпусе. Ну и хотелось бы, чтобы броня была в башне. Всегда рекомендую качать рацию даже на топовых, на тяжелых танках. Почему? Ну, ассист по засвету, либо вы будете стрелять по засвету. Нам хорошая рация все равно нужна. Топовый двигатель один из важных моментов для тяжелых танков. Здесь у нас лошадей сколько? А сколько здесь? 750. Процентов на 12-15 к подвижности вы точно можете рассчитывать на топовом двигателе. По ходовой 24 градуса в секунду, здесь 26, чуть-чуть тоже даст. Но и опять же, без топовой ходовой вы не поставите, по-моему, топовую башню. Это нужно учитывать. А без топовой башни топовую пушку. Все просто. Так, стоп. Полевую модернизацию давайте еще глянем. Вот, я ее еще не качал на этой машине, но предвижу следующее. Вездеходную ходовую во втором блоке. Притирку шестерни наведения в четвертом блоке. У нас пушка долго сводится. И звукоизоляцию в пятом блоке. Мы медленный тяжелый танк. По нам будет фокуситься арта. Вот, и меньше вы будете получать урона от фугасов в принципе. Вот, вторым слотом мы берем что? И то этому танку нужно. Я бы взял бы, наверное, мобильность. Потому что танк, ну, нереально медленный. Вот. По оборудованию. Тяжелый танк, который прям на острие атаки, да. У нас танк прорыва. Вот, видите, танк прорыва. Конечно же, закалка в основной слот, дающий дополнительный буст на выживаемость танка. Ставьте обязательно досел. И рекомендую на такой дрын ставить стаб. По снарядам. Основной у нас ББХ. Летит 850, минимальный комфорт. Голда под кол уже неплохо. Косарь. Ремка. Снаряжение. Аптечка. Автоматический огнетушитель. Вот. 4 члена экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой. Вот. УВНов у нас нету. Этот танк все-таки любит у нас городские карты. И на картах, где нужен УВН, холмистые и всякие прочее, он, конечно, играется крайне тяжело. Тут даже говорить нечего. По ХП у нас 1650, могли бы побольше накинуть, как по мне. Вот. По мобильности при такой сборке без турбин 35 вперед, 12 назад, почти 14 лошадей на тонну, очень медленный. Вот. По незаметности, зачем я это открыл вообще? По обзору 367 метров мы слепые. Это, ну, минимальный обзор на 8-м левеле среди тяжей. По плюсам и минусам машин. Невероятная броня. Очень крепкая машина. Это плюс. По подвижности жирный минус соответствует хорошему бронированию. Вот, по обзору жирный минус, мы слепые. По орудию. Наверное, все-таки больше минус, нежели плюс. Почему? УВНов нету? Нету. Скорость полета на основном типе снаряда плохая? Плохая. Сводится пушка долго? Долго сводится. Точность на ней хорошая? Нет, плохая. Ну, понятно, что это тяжелый танк и игра в упор, но по пушке в целом-то все равно минус. Плюсов-то в ней нету. Сейчас в рендоме рулят танки с УВНами, да, здесь их нет. Вот. С этим разобрались. Угу. По ХП тоже так достаточно нище, да. Ладно, есть у него и плюсы, безусловно, есть и минусы. И поехали-ка мы в рендом разбираться вживую, что же это такое из М. Поехали. Так, попали на Рейдшер. Обзор боем из М. Вот, 8-ка, советский тяжелый танк. Обычная проходная прокачиваемая ветка. Попали в бой к 9-кам. Е75. Да, БЗшка есть. Ну, поедем играть от борта, да.
Заряжаю голду, не стесняемся. Попали к девяткам. А что тут стесняться? Кстати, на 3 отметки надо всего лишь 2К урона играть. 2 отметки. Вот такой это сейчас почему-то непопулярный, наверное, танк. Даже не знаю. О, пьянь это гидролизная. Коня обгоняем, гля. Какой-то ленивый конь. Да, подвижность у нас всратая. Тут даже что тут говорить. Говорить тут даже и нечего. Ты гля. Крепкий. Борщец тут у них. Вот от борта танканули. Ух ты, какой гражданин приехал. Это крепкий гражданин. Его пробить будет прям... О, 283 играет как, а? Оп. Борщец. На борщице я хотел меня вломить, кстати. Да. Вот. Все, от борща ничего не осталось. Все. Так, БЗ. Да. У них там БЗ еще. Вломили одного товарища. Там БЗ. Танканули. Убили. Хорошо. Танкуем. ВКха. Сейчас БЗ будем танковать. Вот. Танкуем. Всех танкуем. Вот такая вот. Вот этого не танканули сейчас. Ты что это там дуришь? Вот тебе. Аккуратно будем, давайте-ка мы. Противник ща преимуществом наверху. Вот он не светится еще, гаденыши.
Как не светится там, а... Вот он. Как он стоит, непонятно. Все, готов. Погнали. Стоишь, стой. Пушка не гнется, ребят. Вообще. Вот пушка не гнется. Уничтожен. Ладно, 2300 дали. Фух. Нас и били, и что только с нами не делали. Будем захватывать базу. Ну куда мы с нашей скоростью поедем? Да, отметочку только чуть-чуть бустанули. Плохо. Но, ребята, бой с девятками, да. Я и так там рисковал, постоянно выходил. Но 283 у них, конечно, уникальный друг. Просто исполнял. Вот. Все, захватываем базу. Так, что про танк можно в целом сказать? 2К натанковали? Натанковали. Настреляли, молясь, настреляли. Хорошая броня от борта. Да и НЛД, ВЛД тоже как бы неплохи. Поэтому танк играется приспокойно. Приятно на 8-м левеле. Вот. Можно смело танковать от борта. Прям придает какой-то уверенности. Ребята, у кого до сих пор есть из М, или вы только сейчас проходите ветку, пишите свои комментарии, что вы в целом думаете по этой машине. Обязательно. Вот. Я по 5-бальной системе для уровня этого, для 8-го, тяжелых танков СМ ставлю 4 с плюсом. Он это реально заслуживает. Да, мы не в топе по урону, но не сильно уж оторвались. Зато у нас 4 фрага. Да. Вот, мы больше всего фрагов сделали. Да, красавцы. В минус ушли, потому что голдой стреляли. Ну и да ладно. Вот. Так что ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.